Что говорят за твоей спиной? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ох, знаете, мне почему-то стало... Ой, смешно как-то мне это все, ребят. У кого-то из вас проигрывается, что вот бывшая периодически как-то не дает вам покоя. Но вы так, как, я не знаю, вот простите за такое сравнение, как разъяренный бык к ней относитесь. Это такая ненависть какая-то лютая такая, я даже не знаю, вот какое слово подобрать. Все, что касается с вашим прошлым, вызывает у вас злость, такую грязь, отвращение ко всему, что было. Да больно, да обидно, да противно, но те из вас, повторюсь, кто каким-то образом коммуницирует с бывшей, и тем более, если бывшая какие-то поползновения делает в вашу сторону, то это вызывает у вас, ну, просто, наверное, злость и ярость. Вы хотите забыть все, что было связано, как кошмарный сон. Простите, немножко хриплю, поэтому, ребят, могу подкашливать. Сейчас такой сезон простуд. Вы человек, который, ну, в общем-то, мастер на все руки, вы много чего умеете. Кто-то, может быть, владеет несколькими профессиями, специальностями. Могут быть у кого-то несколько высших образований. Среди вас есть, опять же, люди, которые наделены магическими способностями. Кто целительством, кто, может быть, ритуальной магией владеет, либо же какие-то предпосылки есть. Кто-то может даже вот, ну, чисто интуитивно замечать, что вот интуиция, ну, сумасшедшая просто. Напишите, ребят, давайте сделаем маленький такой опрос. Напишите, вот какие способности у вас есть. Ну, как вы чувствуете, может быть, вы знаете. Если нет, то тоже пишите, просто нет способностей. Ну и в очередной раз, я даже не удивляюсь, вы выпадаете таким довольно семейно ориентированным человеком. То есть для вас семья – это не пустой звук. Это не место, где можно просто там перекантоваться. Это не место, где можно, ну я не знаю, просто там пришел, покушал, поспал и ушел. Для вас семья – это настолько такой якорь, это ваш тыл, это ваше все. И даже если вот у кого из вас сейчас проиграется, что нет семьи, да, поскольку это общий расклад, то вы вообще такой, знаете, вы человечек, который, пусть даже в душе, но вам бы хотелось уюта, такого тепла семейного. Вам бы хотелось прийти домой, да, чтобы вкусно пахло, чтобы вас встречала любимая женщина. Вы, помимо всего, ну, в общем-то, даже не противник, если с вами, допустим, ну, так, гипотетически, если бы с вами жили родители, и неважно, вашей женщины, либо же ваши родители, ну, понятно, если они живы, да. То есть вы такой человек, который, наоборот, хотел бы иметь большую такую дружную семью. Но, к сожалению, не у всех это получилось. Причем то, что я вижу, у вас, у кого-то однозначно проиграется, что с помощью магии еще разбили вашу семью. То, что случилось в ваших семьях, я не говорю, что это у всех, потому что нужно смотреть более подробно на личном раскладе, но у кого-то без магии точно не обошлось. Знаете, вот бывают ситуации, когда вот живут семьи, может быть, у кого-то тоже подобное было. Вроде бы все нормально, а потом люди как-то постепенно, а может быть даже и очень быстро становятся чужими, как-то начинают отдаляться, появляется какой-то такой холодочек между людьми. То есть вы можете даже не понимать, что такое, что происходит. Вроде бы еще вчера было все хорошо. Напишите, у кого это проигрывается. Поэтому я думаю, вы знаете, кто-то, может быть, в большей мере, кто-то в меньшей, что, наверное, без магии здесь не обошлось.
Что еще мне о вас поведают? Опять же, мне постоянно показывает вот в большинстве вашу личную жизнь. У вас был период, когда вы, ну вот реально, как десятка мечей, вы были просто и морально, и физически добиты, убиты, как угодно. Вы переживали очень тяжелые времена. Вы оттягиваете вообще проблемы, вот когда особенно в отношениях, вы стараетесь вот терпеть. Вы очень терпеливый человечек и стараетесь, даже если появляется какой-то холодок, отдаление, вы стараетесь оправдать. А может быть, там она устала, а может быть, еще что-то. А может быть, у нее проблемы, да, что ей там не до меня. Ну, то есть у каждого свои отговорки. Но когда вы реально узнали, да, о предательстве своей женщины, но это для вас, это как гром среди ясного неба. У кого-то стало, у кого-то были подозрения. Поэтому, ну, довольно такой непростой период. Возможно, даже у вас были мысли, что бывшая вам сделала какую-то порчу. Напишите, ребят, у кого проигрывается. Возможно, у кого-то проиграется, что именно после разрыва у вас жизнь пошла, ну, как, ну, под откос, как угодно называйте. Это могут быть проблемы в личной жизни, это могут быть проблемы с работой. У кого-то 2 в одном. Сюда можно еще отнести проблемы с надорванным таким здоровьем. Поэтому, ну, здесь магическое воздействие у многих из вас проиграется, просто у каждого свое. Кто пожелает на диагностику, на личный расклад, пожалуйста, телефон под видео. Итак, давайте-ка разбираться, мальчишки. Боже, что-то я совсем охрипла, вообще что-то мне хреново. Ну что ж такое? Так, что говорят за вашей спиной? Как я не люблю болеть. Как же я не люблю болеть. Да, я думаю, никто не любит, наверное. Знаете, есть люди, которые вас немножко побаиваются. Есть женщины, которым вы нравитесь, но опять же они вас побаиваются. Возможно, у кого-то это такая, ну, более грозная внешность. У кого-то, возможно, ну, такой холодочек немножко. Хотя в душе вы, ну, совершенно другой человек. Есть люди в вашем окружении, которым, еще раз говорю, вы нравитесь, но они почему-то считают, что вы такой то ли грозный, серьезный, такой брутальный. И даже есть женщина, возможно, даже у кого-то не одна проиграется, которая очень хотела бы с вами даже отношения, либо роман. Но вот это ваша такая слишком сильная серьезность, такая, может быть, даже у кого-то закрытость. Они как-то не подпускают к вам женщин. Вас считают человеком сильным. Вас часто обсуждают, особенно если вы кому-то делаете замечание. Это очень не нравится, но это понятное дело, конечно. Особая критика начинается, особенно, ну это связано больше по работе, наверное, так. Особая такая критика начинается, когда вы выходите, да, сделали там какое-то замечание, и тут понеслось обсуждение, такое-сякое. Есть в вашем окружении лицемеры, которые могут в глаза улыбаться, а за спиной, вот как только за вами дверь захлопнулась, могут говорить разные не очень хорошие вещи. Напишите, ребят, у кого это проигрывается, если вы знаете этих людей. Но здесь даже могут быть, допустим, если это коллеги, могут быть чуть младше вас по возрасту. Вас люди видят победителем. Вот есть какая-то у вас такая жилка, нотка, я не знаю, как угодно назовите. Есть что-то такое победительское. Причем это может быть идти у вас, ну, чуть ли не с детства. Вот такая тяга к победе, тяга к тому, что вы лучше всех, что вы самый лучший. Что, ну, в каком плане лучше всех? Не то, что вы там нарцисс. Нет, не в этом плане. То, что вы стремитесь побеждать, вы стремитесь, ну, к тому, чтобы у вас, может быть, что-то лучшее было, чем у других, да, вот вы себе ставите планку, а потом пытаетесь ее достичь.
У кого-то это может быть, там, я не знаю, в спорте, вот вы стремились даже, может быть, в детстве, в юности занимать призовые места, и даже это может быть принципиально у вас было, что вот я должен, да, там первое, второе место занять. И такая вот победительская жилка у вас, у кого-то осталась. Вас считают человеком настолько вот серьезным, как я уже говорила, что но особенно это отбивается вот в личной жизни. Поэтому, ребят, у кого могут быть проблемы со знакомствами, да, вот, может быть, кто-то не может познакомиться, может быть, даже вы, если знакомитесь, то, господи, совсем охрипла. Даже если вы, допустим, знакомитесь, то женщина, ну, как-то очень настороженно может как-то с вами общаться первое время, а потом как будто сбегает. Напишите, у кого проигрывается. Так вот, я вам скажу, это причина. Им просто вот не нравится что-то вот, ну, то ли в вашем характере, то ли что-то не нравится в вашей такой вот, ну, серьезности. Серьезность иногда путают с брутальностью, там, с жесткостью, да. Это совсем не та серьезность. Так, еще давайте посмотрим. Еще немножечко, пока я окончательно не охрипла. Смотрите, люди, которые знают о вашей такой, ну, трагической судьбе в личной жизни, они, в общем-то, чисто по-человечески вас жалеют, пытаются поддержать, ну, либо же пытались. Люди, которые на самом деле желают вам счастья, их очень мало в вашем окружении. Есть даже женщина, ну, только это нужно вам хорошенечко так подумать, у каждого это по-своему проиграется. Есть в вашем окружении женщина, которая и вам симпатизирует, и в то же время вот как-то она может с вами общаться, либо переписываться, вот, ну, чисто по-дружески, знаете, так. Но имеет виды на вас, пытается вас защищать, если того требует ситуация, пытается, может быть, если это по работе, допустим, вы связаны, пытается быть на вашей стороне. Вас считают человеком щедрым, и у кого-то даже проиграется, что может быть, ну, такой довольно обеспеченный. Хотя на самом деле здесь дело даже не в обеспеченности, а в том, что вы умеете, пусть даже это будут скромные затраты, но вы умеете со вкусом одеваться, вы, может быть, умеете там подбирать одежду, стиль какой-то определенный. То есть, понимаете, вы создаете у людей такое ощущение, что вот дорого-богато. Хотя на самом деле таких вот богатств особых у вас нет. Вас считают человеком уверенным в себе, поскольку, ну, даже здесь еще может быть вот страх, такое опасение от окружающих именно из-за вашей такой уверенности, что вы держите марку, да. Вы, может быть, там, ну, я не знаю, к примеру, ходите с расправленной спиной, особенно те, кто спортом занимается, такая, может быть, у кого-то такая армейская выправка, знаете. Поэтому вы, в общем-то, ну, как король. Вот кто-то вас воспринимает даже вот как королем, и даже как человека с завышенной самооценкой. Среди вас есть те, кто об этом знает. Вы, в общем-то, знаете, как люди относятся, многие. Даже иногда вам смешно наблюдать, как там, либо же шушукаются, да, где-то в уголках. Вам смешно наблюдать за какими-то, может быть, сценками, историями, которые пытаются втюхать вам, что ли, да? Ну, к примеру, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Допустим, там, ну, вы видите, стоят там несколько коллег ваших, да, общаются, вы увидели вас, вау, все классно, да, там поговорили с вами, потусовались, пообсудили какие-то моменты. Вы где-то за угол свернули, да, ну так, ну, не совсем далеко, скажем, да, что вы все видите, слышите. И тут понеслось, да, вот все эти плевки в спину, это все лицемерие. А вы-то стоите за углом, грубо говоря, и это все слышите, либо же видите.
Поэтому иногда и смешно, и противно наблюдать вот это вот людское лицемерство, которое бывает у вас вокруг. Далее. Ну вот видите, у меня как-то весь расклад вокруг да около то, что вы человек такой довольно серьезный, сдержанный. У нас довольно много мечей было, довольно много, в общем-то, и пентаклей. О чем это говорит? Что вы человек, который, по крайней мере, вас воспринимают таким, да, человеком, который, с одной стороны, щедрый, с другой стороны, любит материальное, да, вот комфорт, любит какие-то, ну, то ли те самые дорогие вещи, ну, по крайней мере, вы такое производите впечатление. Особенно завидуют люди, у которых может быть более низкий достаток, чем у вас. У вас есть такие люди, которые, ну, то ли минималочку получают, либо же, ну, в любом случае доход ниже, чем у вас, может быть, более проще живут. Может быть, дом у них там попроще, машина попроще. Ну, то есть как-то вот вас постоянно превозносят. Знаете, вас еще, в общем-то, женщины видят как мужчину, с которым можно строить серьезные отношения. Но опять же, этот их страх, он их немного стопорит. Почему-то вот мне показано, что вас даже воспринимают некоторые женщины, что, в общем-то, вы довольно такой перспективный парень. Вы сможете зарабатывать деньги. Это может быть еще потому, что они либо же знают какую-то вашу там жизненную историю, знают, что вы, допустим, парень рукастый, да. Они могут знать, допустим, что вы очень такой, ну, целеустремленный, что для вас, ну, не страшно браться за какую-то работу, вы можете и подработать, и все. Поэтому вас считают парнем довольно перспективным. Но в то же время вот есть какой-то страх. Вот знаете, у меня такое ощущение, вот я сейчас вот к концу расклада, вот если резюмировать, вы складываете на окружение ваше, что ли, да? Вот какое-то такое ощущение производите, как человек, который с одной стороны жесткий, с другой стороны добродушный, такой щедрый, но в то же время боятся к вам подойти, потому что от вас не зная, что можно ожидать. Вот какой-то такой микс, такой тандем. Но вот жесткости я бы здесь выделила больше. Почему-то вот, я не знаю, ребят, вот поделитесь. Может быть, вы думаете, ну, можете мне объяснить, что это, почему. То ли это у кого-то внешность, да, но внешность не выбирают такая серьезная, то здесь еще может быть брутальность и серьезность связана с какими-то трагичными ситуациями в вашей жизни, которая абсолютно перевернула и ваш характер, и ваш внутренний мир. Поэтому смотрите, у кого что проиграется, общий расклад не забываем. Но тем не менее, ну вот как-то люди почему-то побаиваются. С одной стороны, вы им нравитесь, да, как сильный, такой уверенный, да, но вот побаиваются. И даже может проиграться, поэтому у вас с женщинами проблемы. У кого-то магия, понятно, да, как я говорила, это другая история. Но у кого магии нет, но вы ощущаете, что ну что-то непонятное происходит с женщинами, ну вроде бы знакомимся, вроде бы начинаем общаться, она исчезает. Что-то отпугивает в характере. Поэтому, мальчишки, подумайте, что может отпугнуть, а может быть у кого-то это не срезонирует, ну и хорошо, это общий расклад. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями.